Стихии атакуют по всем направлениям. Сильные наводнения накрыли в эти дни Румынию, Норвегию, Непал и другие страны. В Японии произошло землетрясение, смерч прошел у берегов Мексики, а Россию и Китай накрыли снегопады. Но это лишь малая часть всех событий, о которых мы вам сегодня расскажем. Приветствую, друзья! Мощная буря с порывистым ветром и ливневыми дождями обрушилась на Бухарест и прилегающие районы, вызвав масштабное затопление улиц и бульваров, обрывы линий электропередач и падение деревьев. Буря сформировалась под влиянием холодного фронта над Балканами, принесшего несезонно низкие температуры и обильные осадки. По данным Национальной администрации по метеорологии, за 2 часа выпало от 50 до 70 мм осадков, превысив половину месячной нормы октября. К утру улицы в центре и на окраинах оказались под водой, уровень которой местами достигал 70 сантиметров. Ураганный ветер сорвал десятки крыш, повалил деревья и оборвал провода, вызвав отключение электричества в более чем 500 домохозяйствах и повреждение более 100 автомобилей. В результате разгула стихии затоплено более 100 улиц, вода проникла в подвалы, затопив более 200 домов и магазинов. Под водой оказались также основные магистрали, что привело к остановке движения, эвакуациям и сотням вызовов экстренных служб. Из-за сложных погодных условий аэропорт отменил часть рейсов, другие были перенаправлены в Сибиу и Краеву. Власти Бухареста ввели чрезвычайный режим, направив более 300 сотрудников экстренных служб на ликвидацию последствий непогоды. Экстремальное погодное явление «Шторм Эмми», первый шторм сезона 2025-2026 годов в Европе, получивший имя, нанес мощный удар по югу и центру Норвегии. Обильные дожди, достигавшие 100 мм за 12 часов и порывы ветра около 155 км в час в некоторых районах, вызвали масштабное наводнение, оползни и перебои с электроснабжением. Более 120 тысяч домохозяйств остались без электричества, а около 170 дорог были закрыты из-за поваленных деревьев и размытых участков. Пока по официальным данным жертв нет, около 50 человек было эвакуировано. Это один из самых сильных штормов в Норвегии за последние 25 лет, сравнимый по интенсивности со штормом Ханс в 2023 году. Город Куруме в японской префектуре Фукуока оказался в эпицентре сильного ливня, который привел к сильным наводнениям на улицах и в низинах. По данным японского метеорологического агентства, осадки достигали 150-200 мм за сутки, превысив месячную норму октября в 2-3 раза. Это вызвало переполнение ливневых систем, локальные подтопления и временные перебои в движении. В основном пострадали центральные районы, уровень воды на улицах достигал 50-70 сантиметров. Около 200 домов оказались подтоплены. 500 остались без электроснабжения. Около 500 жителей из зон риска были эвакуированы. Хотя ситуация не достигла масштабов августовских наводнений, эксперты связывают такие события с климатическими изменениями, усиливающими интенсивность осенних дождей в Кюсю. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Северное и восточное побережье Доминиканской республики в эти дни столкнулось с необычно сильным волнением моря из-за мощного прибоя, порожденного далекими атмосферными возмущениями. В Кабарете вода проникла на 20-50 метров вглубь суши, затопив пляжные зоны, рестораны и дороги. В Пуэрто-Плата пострадали 15 объектов, повреждены пирсы и спасательные вышки. Электроснабжение в прибрежных отелях прерывалось на несколько часов. Закрыты все пляжи от Кабареты до Сосуа, отменены экскурсии по кайтсерфингу и дайвингу. Аэропорт Пуэрто-Плата работает с задержками рейсов из-за сильной турбулентности. По данным метеорологов, это отдаленное влияние остатков ураганов Имельда и Хумберто, находящихся на расстоянии более чем 2000 километров от страны.
Жертв нет, местные спасатели провели более 50 спасательных операций. Около 200 человек было эвакуировано. Власти закрыли до 6 числа все пляжи и запретили выход в море всем малым судам. Столица Кении утонула после интенсивных осадков, которые обрушились на город в пятницу вечером. В центральном районе за сутки выпало от 20 до 50 миллиметров осадков. Это привело к масштабным затоплениям, пробкам и временному закрытию ключевых магистралей. Около 200 жителей были эвакуированы, более 1000 домохозяйств остались без света. Уровень воды в низинах достигал 1 метра, но обошлось без жертв. В соседних районах Киамбу и Накуру продолжаются поиски пропавших после прошлых наводнений. Поселок Шерегеш в Кемеровской области неожиданно окунулся в зимнюю атмосферу. Обильный снегопад, начавшийся 3 октября и усилившийся на следующий день, засыпал склоны и трассы слоем снега до 10-15 сантиметров. По данным Кузбасского гидрометцентра, за это время октябрьская норма по осадкам была превышена в 2-3 раза. Снегопад спровоцировал холодный фронт из Сибири, столкнувшийся с теплыми воздушными массами над Алтаем, что привело к резкому похолоданию. На дорогах образовались пробки и заносы, из которых спасателям пришлось вытаскивать около 20-30 автомобилей. Из-за повреждения линий электропередач около 200 домов остались без света. Французский велосипедист Аурельен Фонтенуа побил мировой рекорд по нестандартному подъему на Эйфелеву башню. Главное условие – нельзя было отрывать ноги от педалей. Так ему пришлось преодолеть 686 ступенек. На это он потратил 12 минут 30 секунд. В результате француз перекрыл предыдущий рекорд, установленный более 20 лет назад, почти на 7 минут. Столкнулся с волной экстремальной погоды в эти дни и Непал. Стена дождя с интенсивностью до 50 мм в час обрушилась на Катманду и долину, вызвав подъем уровня рек Багвати и Манахара, локальные наводнения и оползни. По данным Департамента гидрологии и метеорологии, в долине Катманду за сутки выпало 100 мм осадков, что привело к эвакуации 393 человек из прибрежных зон и закрытию всех въездов в столицу. Подтоплено более 200 домов в низинах, уровень воды в подвалах достигает 1 метра. Более 500 домохозяйств остались без электроснабжения. Сошедшие оползни заблокировали 6 магистралей. Движение на некоторых все еще остается заблокированным. В 20 районах действует красный уровень тревоги с прогнозом продолжения ливней до 6 октября. Министерство внутренних дел ввело 3-дневный запрет на использование транспорта. Хотя жертв пока нет, власти предупреждают о риске повторения катастрофы 2024 года, когда наводнения унесли сотни жизней. У берегов небольшого прибрежного городка Капала в штате Герреро в Мексике образовался водяной смерч, который сформировался над Тихим океаном в условиях высокой влажности и нестабильной атмосферы. Смерч возник под влиянием зоны низкого давления южнее Мичоакана и Колимы, которая генерировала интенсивные дожди и нестабильность над Герреро и Оахакой. Не хотя смерч не достиг суши, он вызвал волнение среди рыбаков и отдыхающих. Власти на 24 часа закрыли все пляжи и отменили экскурсии по дайвингу. Обошлось без жертв и разрушений. Землетрясение магнитудой 6 произошло в Тихом океане у восточного побережья японского острова Хонсю. По оценкам японского метеорологического агентства, магнитуда составила 5,7, а максимальная интенсивность достигла 4 баллов в районе Фукусимы. Очаг залег на глубине 50 километров, эпицентр находился в 59 километрах восточнее поселка Намия. В Иваки, Намия, Минами-Сумэ и нескольких районах Мияги интенсивность толчков
Москов составила 3 балла, в Токио и пригородах 1 балл. Жертв и повреждений нет, возникли только кратковременные задержки в движении поездов. Эксперты связывают это землетрясение с остаточным напряжением после землетрясения 2011 года магнитудой 9 в Тохоку. Разломы в этой зоне остаются активными. Север Китая накрыл сильный снегопад. Поселки Алтай и Му на Синьцзян-Уйгурском автономном районе пострадали от первого мощного снегопада второй половины года. За 24 часа выпало от 5 до 10 сантиметров снега в низинах и до 20 сантиметров в горах. Это стало самым интенсивным снежным событием на севере страны за последние месяцы. 50 километров автодорог оказались заблокированы, засыпано пастбище, 300 домохозяйств остались без света. Из-за низкой видимости аэропорт отменил часть рейсов. Власти ввели оранжевый уровень предупреждения для северного Синьцзяна, прогнозируя продолжение снегопадов. Район Рохтас в индийском штате Бихар оказался в зоне масштабного наводнения из-за 4 дней непрерывных ливней, которые обрушились на регион. Викрамганж стал одним из эпицентров бедствия. Реки вышли из берегов, затопив десятки деревень. По данным Индийского метеорологического департамента, выпало более 100-150 мм за сутки, что привело к вспышке наводнений и эвакуации около 5000 человек. Затоплено более 50 километров дорог, мосты, дома, больницы и школы, 15 зданий обрушилось. Власти объявили в регионе чрезвычайную ситуацию. Метеорологи предупреждают о продолжении наводнений в регионе до 6 октября. Сезон дождей в Гватемале вступает в кульминацию. Проливные осадки, сопровождаемые грозами и электрическими разрядами, продолжают обрушиваться на побережье, юго-запад страны и северные регионы, включая Петен, Альта-Верапаз и север Хутиапанги. Дожди усилились под влиянием тропической нестабильности в Тихом океане и локальных условий. Влажный воздух из Карибского моря, проникая в высокогорные районы, вызывает конвективные бури. По данным Института национальной сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии, за последние сутки осадки достигли 50-100 мм в Петене и Верапасисе, вызвав локальные наводнения и перебои в работе инфраструктуры. Затоплены дороги, фермы и пастбища, повреждены дома. Нарушено также электроснабжение. В Чечне и Чикобане сошли оползни, заблокировав дороги и повредив дома. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Из опасных зон эвакуировано более 500 жителей. Власти призывают население воздержаться от поездок до улучшения погодной обстановки. Комплекс вулканов Планчон-Петероа, расположенный на границе между Аргентиной и Чили, начал проявлять признаки повышенной активности. В ночь на 3 октября зафиксировано эмиссии вулканического пепла, поднимающейся на высоту до 250 метров над кратером. По данным службы геологической разведки Аргентины, это привело к повышению уровня вулканической опасности до желтого. В ближайшее время на вулкане возможны мелкие взрывы и выбросы. Хотя непосредственной угрозы сейчас для населенных пунктов нет, власти Аргентины и Чили выпустили предупреждение о возможных пеплопадах для близлежащих районов, таких как Лас-Лойкас и Бардос-Бланкас. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые события, и до завтра!